Вызываем менюшку. Комбинация клавиш Shift F10. Вот появляется командная строка. Так. Что нам нужно в ней прописать? Значит, прописали команду diskpart. Нажимаем Enter. Высвечивается теперь работа в этой утилите. Diskpart. Теперь мы что делаем? Мы прописываем команду list-disk. Он показывает, собственно, все диски. Вот наш диск, который под номером 1, который нам нужен на 111 гигабайт. Теперь мы пишем select disk пробел 1. Теперь мы будем иметь дело только с этим диском. Так, теперь нам нужно прописать команду следующую на clean. Теперь он прочистил, соответственно, он был пустой, поэтому это не заняло много времени. Теперь жмем convert mbr команду. Все, теперь он сконвертировал формат mbr вместо нашего gpt, собственно, из-за чего была ошибка. И что мы теперь делаем? Наверное, надо создавать мы ничего не будем. Небольшая ремарка. После вышеуказанного форматирования все стало совершенно нормально. Если у кого-то возникала ошибка все равно формата GPT, достаточно было перезагрузить компьютер, после чего программа позволила установить Windows на указанный SSD. Хотя сейчас, на данный момент, прошло где-то 4 месяца, да, с момента покупки, и цена ноутбука упала сейчас в среднем где-то на 5000-6000 рублей за Ростест-версию. Каких-то сильных багов у ноутбука не было, вот, я все-таки грешу на 8-ю винду, она мне не очень нравится в плане реализации, в плане того, что Microsoft попытались сделать нечто универсальное для планшетов, для ноутбуков, PC, для тачскринов, для обычной системы управления мышкой, клавиатурой. И все это вместе, конечно, получилось достаточно несуразно. Может быть, кто-то со мной, конечно, не согласится, но мое мнение таково, что при запуске системы, конечно же, там никаких нареканий абсолютно не было. Оба жестких диска работают просто идеально. Я считаю, что 7200 оборотов в минуту вполне достаточно для того, чтобы загрузить ту же 8-ю винду, но в районе 8-12 секунд. Такое бывало на старте, где-то было даже около 6 секунд. Вот, может быть, даже найду где-нибудь видео запуска. Вот, соответственно, со временем я загружал систему, и эта цифра упала, наверное, где-то до 12 секунд. Ну, собственно, тоже очень быстро. Не успеваешь глазом моргнуть. Даже от компьютера отходить не надо, когда ты перезагружаешь систему. И достаточно все утилиты, все системы запускаются мгновенно. Ну, скорости работы, конечно, к ноутбуку претензий никаких нет. Что еще сказать? Ничего из строя пока не выходило, как я и ожидал. Вот вспышки на экране, да, появляются, когда ты запускаешь компьютер. Вот такая какая-то зеленоватая вспышка на черном фоне возникает почему-то именно когда ты неправильно перезагружаешь систему. То есть, если ты ее вырубил его с кнопки и включаешь заново, то получается вот это вот свечение. Ну, никак на матрицу это не влияет. Вот. И еще одно замечание, конечно, я заметил, это то, что, ну, может быть, тоже это особенность электропитания 8-й винды. Вот я ожидаю, что в 7-ке это пропадет. Это в зависимости от окон открытых на рабочем столе меняется подсветка. Вот. Потому что, видимо, она такая адаптивная, она подстраивается под окна, которые высвечиваются. И если, например, открывается черный фон, то подсветка затемняется. Вот если ты откроешь вот кучу белых окон с текстом или вордовские документы, то подсветка тут же подсвечивается ярче. И это достаточно в первое время меня разочаровало. Я не понимал, как это отключить в настройках Power Engine и системных настройках винды энергопитания. Я пытался создать даже свой какой-то режим, в котором я просто подключал все изменения яркости экрана автоматически, то есть только вручную мной. И однако же все равно это, видимо, это что-то в BIOS тоже, если, может быть, покопаться, то там, в принципе, есть настройки Battery Safe и всякое такое. В общем, я не собираюсь этим заниматься. Вот а так, в принципе, ноутбук достаточно стабильный, достаточно надежный, я им доволен. Вот. Ну, винда, вот как я могу предположить, ставится достаточно долго, потому что
Флешка, наверное, одна из самых дешевых, я не знаю, она имеет очень низкую скорость записи и чтения, поэтому, собственно, я и ожидал этого, поэтому, наверное, включу уже видео, когда запущу систему и, соответственно, покажу вам скорость загрузки с SSD, потому что, скорее всего, разница будет ощутима, даже исчисляться там в районе 5 и менее секунд запуски. Вот, собственно, до встречи.